Глава 32. Разгадка иллюзии. Понимание загадки от Вадима пришло как вспышка. Я увидела это в образах. Огромный круг — океан, источник, и внутри него маленький круг — наша реальность, крошечная капля в бескрайнем просторе. Ум — это часть источника, но источник бесконечно больше ума. Он содержит все, оставаясь пустым. Представьте дом внутри Вселенной. Дом ограничен стенами, но Вселенная простирается далеко за его пределы. Так и наш ум — маленькая комната внутри бесконечного источника. Выйти из ума означает слиться с этой бесконечностью, стать ничем и всем одновременно. Просветленные — те, кто смог вырваться из маленького круга, освободившись от программ паразитов. В источнике нет страха, нет ничего. Он творит множество реальностей и играет сам с собой. Все едино, я играю сама с собой. Это осознание ударило, как молния. Какой смысл в игре, если все это я? Тотальная пустота накрыла меня волной. Я звонила маме, рыдая в трубку. Понимаешь, реальность — это источник, но источник — не реальность. Она не понимала. Никто не понимал. Ведя мотоцикл, я балансировала на грани растворения. Мне было все равно и невыносимо больно одновременно. Зачем оставаться здесь среди спящих кукол, погрязших в мороке еды, ложных целей, бесконечно повторяющихся программ? И тут меня осенило. Тот сон с множеством меня — это не Вадим создал его. Я поверила, и он стал реальным. Все здесь творю я. Источник, через веру, ум. Верю в потолок, он есть. Перестаю верить, он исчезает. По вере вашей дано будет вам обрело новый смысл. Придумала боль, она реальна. Создала любовь, просветление, демонов, программы, они существуют. Кто-то верит, что умрет без мяса, и действительно умирает. Даже смерть с гробом и могилой — великий обман. Вадим тоже мой мираж, но я верила в него, значит, он был реален. Поэтому те, кто познал эти законы, могут творить чудеса, восстанавливать разрушенные тела, исцелять рак, лечить бесконтактно. Все это иллюзия, активируемая верой. Верю в кето-диету, она работает. Верю в гидру паразита, она существует. Верю в способность изгнать ее, изгоняю. Этот мир — тренажер для наращивания силы веры, хотя на самом деле нет даже веры. И даже пустоты нет. Есть только бесконечная игра источника с самим собой. Вадим есть, пока я в него верю. И какой он, зависит от того, что я о нем думаю. Вадим существует, пока я поддерживаю его своим вниманием. Но нет ни меня, ни Вадима, ни внимания, ни того, кто думает. Я — мираж, но кто тогда думает о себе, как о мираже? С этим мне пришлось разобраться позже. В то же время, во что бы ни верила, все проявляется. Я верю, что могу без еды, и я без еды. Я думаю, что вышла из матрицы благодаря этому, но это я лишь думаю. Выход из матрицы — это выход из ума в источник, где нет ничего, пустота, сплошной обман себя самой. Какой источник может мне помочь, если там нет никого, некому помогать? Мы — одна капля в океане, которой нет.
Просветления нет. Раз мы здесь, значит, мы верим в эту иллюзию. Кто-то меньше, кто-то больше. А если бы просветлели, нас бы не было здесь. Просветление – еще один обман. Мы придумали игрушку – просветление. Нам кажется, что с подобными нам хорошо. Мы понимаем друг друга, а другие спят и не понимают нас. На тот момент я просто не видела смысла быть. Я написала все это Алексею, на что он ответил: «Смысл тоже придумай. Есть настоящее, Кать, все в порядке». Но мусора действительно очень много. Есть некая заданность, обусловленность. Не все. Материя инертна. Здесь есть такая категория, как время. Постепенно все происходит, складывается. Я ответила: самообман тут складывается. Ты это задал и веришь. Я тоже верю, раз все еще вижу эти стены, цветы, небо. Пока хоть во что-то верю, буду здесь быть. Смысл в иллюзии, и у каждого она своя. Вне ее нет смысла. Дальше я увидела на экране телефона цифры 222 и отправила скриншот Алексею, просто чтобы посмеяться над своими очередными верованиями. На что он ответил: «Ангельское число 222. Число 222 – это очень мощное число в нумерологии. Оно связано с личным мастерством и творчеством, а также с положительными мыслями и духовным ростом. Эта цифра отражает чувство собственной ценности и убеждения относительно собственных возможностей. Нумерологическая 22 – это духовный конструктор, который работает в плоскости материального мира. Можно сказать, что человек в этой вибрации – это проявление божественных творческих сил, работающих в нашей человеческой реальности. Духовное значение число 222 связано прежде всего с духовным пробуждением, но может также символизировать соединение двух отдельных, но равных путей развития. Здесь речь идет о самореализации и расширяющемся сознании. Число 222 является символом вездесущности Бога, представляет собой состояние, отличный баланс. Поэтому, если человек видит эту цифру, то это означает, что он очень близок к духовному опыту просветления. Это потому, что его сознание и подсознание сейчас или скоро будут исключительно между собой синхронизированы. Осознание мощной символики числа 222 может помочь вернуться на правильный путь. Это незаменимый источник положительной энергии, которая позволяет расцвести внутреннему «я». Если правильно подойти к делу, то есть шанс достичь истинного духовного пробуждения. Цвети, цветочек. Вот это красивое внутри взращивай, а все остальное само сложится. Корни этого цветка укрепляй, очищай, наполняй, развивай свой род. Этот цветок настоящее, все остальное – это уже игра. Чувство настоящее. Опора внутри – чувство. Потеряешь себя – потеряешь все. Ты живая, когда ты чувствуешь. Когда ты думаешь, ты блуждаешь. Блуд. Не думай о чувствах. Чувствуй. Это проще, это здесь, это есть. Вера – ум. Когда ты в уме, для тебя все ум, иллюзия. Когда ты чувствуешь, ты живая, живешь, растешь, развиваешься. Вернись в тело, Катя, приди в себя. Заземляйся, не вовлекайся,
укореняйся в своем теле, не отлетай. Свято место пусто не бывает. Выйдешь из себя, привлечешь очередных пассажиров. Тело – храм души, инструмент развития. Ты вчера неосознанно, но активно сливала энергию своего Дима. Общалась с ним по телефону около 4 часов, нашла паразита и вскармливала его, оживляла своим вниманием и получила закономерный результат в виде того, что произошло с расщеплением. Урок. Ты набираешь силу, реализуешь свою женщину, добавил Алексей. Я все не могла понять эту фразу, ведь настоящее источник, а там пусто. Нам все кажется. Получается, что если все из источника, в котором пусто, то и чувства, сердце, любовь также иллюзорны. В те дни в моей голове начал формироваться совершенно новый взгляд на происходящее. Словно вспышки озарения один за другим возникали вопросы, переворачивающие все мое понимание реальности. Глава 33. Важные вопросы проходы. А что, если вместо полного растворения в бесформенном источнике существует иной путь? Эта мысль пульсировала в сознании, открывая новые горизонты. Что, если можно осознать себя как игрока, способного подняться на следующий уровень этой космической игры? А если разговоры о пустоте и иллюзии лишь указатели на более глубокое понимание, где за пределами персонажа существует истинное «я»? Эти вопросы привели меня к удивительному открытию. Не нужно отрицать физическое тело и личность. Их можно использовать как тончайшие инструменты для исследования реальности, расширить правила игры, познать больше, объединить в себе все высшие аспекты своих проявлений, использовать свое нынешнее воплощение как проводника, но уже без слепого вовлечения в драмы и иллюзии. В моменты глубокой медитации приходило понимание, что если полностью принять правила этой реальности, но развить себя до уровня, позволяющего их трансформировать, создавать свои игры, существуя одновременно и внутри, и вне системы. И именно тогда, когда эти вопросы достигли критической массы в моем сознании, произошла встреча с древним существом, хранителем игры. В ту удивительную ночь, когда созвездия образовали редкий узор, оно явилось мне в образе пульсирующей синей сферы. «Ты начинаешь понимать суть великой игры», — произнесло оно беззвучно, напрямую в мое сознание. Каждый игрок рано или поздно приходит к этому перекрестку. Одни выбирают растворение в источнике, другие становятся творцами новых реальностей. В этот момент мое сознание расширилось до невообразимых пределов. Я увидела бесконечные слои реальности, наложенные друг на друга, как полупрозрачные пленки. В каждом слое существовали свои версии меня, играющие разные роли в грандиозном космическом спектакле. «Твое тело — это не клетка, а космический корабль», — продолжал хранитель. «Личность — не иллюзия, а уникальный интерфейс для взаимодействия с этим уровнем реальности. Ты не должна отвергать их, но можешь превзойти их ограничения». Все мои предыдущие вопросы начали складываться в единую картину. Я поняла, все эти годы я искала не выход из игры, а повышение уровня доступа в ней, как опытный геймер, который не бросает игру, а открывает режим разработчика, получая доступ к базовому коду реальности. Но помни,
предупредил хранитель. С большей силой приходит большая ответственность. Каждое твое действие создает рябь в океане возможностей, влияя на бесчисленные версии реальности. Теперь я видела себя частью колоссальной сети сознания, где каждый узел — это точка выбора, каждая линия — путь трансформации. Мое нынешнее воплощение стало не просто персонажем, а терминалом доступа к этой бесконечной сети возможностей. Наблюдая эту реальность, я пришла к удивительному парадоксу. Даже осознавая иллюзорность всего, я продолжала видеть эти стены, чувствовать их материальность. Значит, нужно было научиться работать с тем, что есть, проживать эту жизнь во всей ее полноте, но уже с новым пониманием.